Приветствую вас, дорогие друзья, на канале Михалыч Топи. В сегодняшнем видео опять о интересном обновлении, что будут изменять в игре. Это очень все круто, но вы можете тоже задать свой вопрос, потому что сейчас у нас в видосике вопросы и ответы разработчиков. Вопрос, который вас интересует, можете написать в комментариях, я буду его ждать. Также не забывайте подписываться на канал и писать комментарии. Ну и вы знаете, что буквально через несколько дней у нас будет обновление сезона. Новые задания, все свежее, красивое, интересное. Например, через 3 дня 11 часов новый сезон и новый розыгрыш в телеграм-канале, который в описании есть ссылочка. Заходите, получайте премиум аккаунт, потому что там целых 5 штук будет разыграно. Я думаю, что победителем может стать любой из вас. Участвуйте, подписаны на канал, подписались на канал в Телеграме, и все, вы участник. Первый вопрос, который я хотел бы рассмотреть, это вот касается порта. Но не только самого порта, а обновлений с ним. Вы знаете, что много чего в игре нам приходится ждать очень давно. Например, если сказать о том, что лаборатория, когда она появилась, ну и самое главное, что в ней появилось. Например, то, что в лаборатории появилась вот та вагонетка, которая там есть. Если вы знаете, о чем я. Единственное, что сейчас в игре еще не достать для вагонетки, это процессора. Процессор, естественно, пока недоступен. Все остальное я собрал, и на третьем этаже мы это все увидим. Давайте сейчас прямо опустимся на третий этаж и сделаем краткий обзор на нее. Вопрос тоже не касается именно нее, но и хотелось бы именно удалить, выделить это со всего видео. Что это такое, с чем его едят? В каком году нам сказали, это вообще вопрос к знатокам, а сейчас вопрос к знатокам, в каком году появилась лаборатория. Я уже, если честно, даже запамятовал. Играю очень давно и, наверное, помню еще, когда, наверное, Крис, так его зовут, это дядька, ходил с распылителем и зачищал нам эту локацию. Очень круто было, и сразу тогда же мы могли наслаждаться вот этой вот штукенцией. Эта штука очень интересна, и дрезина, я вагонетка ее называю. Дрезина, я все закинул, думал, что очень быстро с этим мы сработаемся. Самая большая была проблема — это гидравлика ячейки питания. Все остальное, в принципе, у меня было, и это круто. Что здесь будет и когда это будет, вопрос очень интересный, потому что у меня вопросов в комментариях достаточно много, в личку пишут, ты вот говоришь информация, когда это будет. Нам обещали обнову с лабораторией очень давно, то есть когда она началась, когда она появилась, но и до сих пор ее нет, поэтому количество времени, которое придется ждать, пока не ограничено, и я точно знаю, что сроки очень таки сомнительно растянуты. Так, о чем же хотел я сегодня поговорить с вашим в этом видео? Очень сложный вопрос, да? Это то, что мы очень любим в лаборатории. Это вот такие вот крутые оружия. Если на них очень сильно внимательно смотреть, на них есть вот такой вот щиток и пуля. И это очень интересная тема, потому что экспериментальная разработка в Genesis, там написано бронебойность, 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 бронебойность. Тогда у нас и вопрос прозвучал так. Был задан вопрос, будут ли моды на оружие, такие как бронебойность, только совсем другие. То есть там атака, бла-бла-бла и все остальное. Вопрос этот очень интересный. Я когда-то даже пробовал о нем снимать ролик. И вот, в принципе, этот вопрос прозвучал. Ответ тоже, в принципе. Да, конечно, мы работаем над этим. Вы сами все увидите. То есть это очень интересно. То есть это круто. То есть это оружие в скором будущем. Вы сами понимаете, что такое бронебойность. Хард режим лаборатории не пройти вообще ни одним оружием. То есть получается, если ты харданул всю полностью лабу, то есть прозвучал вот этот вот злостный сигнал и лаборатория стала хардовой, то простое оружие здесь вообще, даже каким бы оно крутым не было, вообще ничего не сможет сделать против любого зомби. Это, с одной стороны, очень сложно и очень печально. Так, возьмем сейчас с почты любое оружие. Что-то не додумался сразу его взять. Мы оружие возьмем. Ну вот VSS Винторез. Отличная оружка. Кстати, рулеточку крутил на заправке.
Это чисто показать. Но я знаю, что все знают, но также есть ребята, которые в лаборатории ни разу и не были. Сразу хотел сказать, что я здесь меняю, потому что мне тут интересно, если я буду ее проходить, а я буду ее проходить лабораторию на харде. Вот такая вот штука герой боевика. Это отдельная тема. Когда ты выбьешь вот эту вот штуку, если ты начнешь проходить лабораторию, вот такой вот очень редкий перк, то я тебе так скажу, ты сразу же автоматически поймешь, что хард режим не такой уж и хардовый, а даже проще, чем изишный. Ну, то есть, чем простой. Итак, мы разобьем кабину, например, вот этому. Очень легко он слился. И давайте возьмем ВСС. Вот. Один. Пули отлетают. Какое бы ваше оружие ни было, один урона это максимум, что можно нанести здешним зомби, потому что у них вот такой вот щиток там возле ника, и это очень печально. Я же, естественно, что используя генезис оружия, которое теперь с героем боевика ни разу не промахивается, сливаю их на изи. Представляем себе, представляю вашему вниманию, что эта бронебойность это только начало и то, над чем ведут большие разработки. То есть мы видим в процессе прохождения всей лаборатории, что там какие-то все-таки манипуляции имеются. Там, во-первых, не только оружие, но и силовая броня, которая постоянно в производстве. Там процесс идет производства этого оружия бесконечный. Можно заметить это вообще везде, когда ты проходишь уровни, там вот этот манипулятор постоянно передвигает что-то подобное, похожее на броню. Так, это интересно, да, и похоже на оружие. То есть представь себе, что скоро может появиться и атака, то есть бронебойность, скорость, атака. То есть можно будет выбирать, наверное, ставить. Я так понимаю, что что-то типа подобное появится, как вот такой вот станок, на котором можно модификации ставить не только на простые, но и на уникально крутые оружия Genesis. Это важно, 100% важно. Так, лаборатория забираем. Найден постер. Круто. Нужно будет запомнить, если вечером будет стрим, а если он будет, то я буду собирать постеры. Так, это круто. Мы об этом узнали с вами. И теперь интересный вопрос, который должен прозвучать также к тем ребятам, которые интересуются бесплатной частью игры, которые уделяют свое внимание чему-то крутому, огромному. Я думаю, что этот вопрос будет интересен не только мне. Я сейчас отправлюсь домой. Ну, в принципе, у меня вольер с щенками. То есть вы уже догадались, что это будут щенки. Давай начнем, скажем реально сейчас, что щенки это жесть, которую сделали буквально недавно, да. То есть почему это жесть? Потому что щенка сейчас просто так не найти. На ферме он теперь только один, на локациях практически не появляется. В зиме тоже они, кстати, пропали, хотя я только по комментариях и просто по этим вопросам ребят увидел эту всю тему. Но мне кажется, что они просто чуть-чуть реже выпадают, так как я часто проводил во время ярмарки просто в этих локациях фармил игрушки. Поэтому зимние локации, все остальное отъехало на задний план. Ну, если сказать про каменные горы и предгорья, это все я 100% вам могу ответить, что эти локации просто нереально имеют шанс выпадения щенка, нереально мизерный. Я защищал эти локации сотнями, не просто там 2, 3, 5, 10, 15, 20 локаций, сотнями локаций искал события, но увы и ах, получилось так, что ничего я не нашел, щенки тоже не приходили. Это печально, обидно, но тем не менее, что хотелось бы сказать. Вопрос есть, есть ответ, я готов его озвучить. Крутим, как говорится, я почту кручу, крутую кручу. Это очень хорошая новость для всех тех, кто ждет крутого. Ротвейлеры будут ли когда-то в игре безвозмездно появляться? То есть, получается, будут ли выпадать щенки Ротвейлера бесплатно где-то на локациях? И ответ да и знак, восклицательный знак. То есть да, мне кажется, что будет где-то какая-то локация, в которых мы сможем щенка Ротвейлера не просто получить с коробки, с вот этой вот коробки, да, ну,
Понятно, что это очень круто. Где она там, та коробочка со щенками? Я ее, наверное, прокрутил. Вот она, крутая. Кстати, тема получить сразу 4-го ранга есть высокая. Прикольно, мне понравилось. То, что сразу может быть верный друг, наверное. Но по сути есть же какой-то шанс. Поэтому я хотел сказать только одно. Что в скором... Ну, может быть, давайте, я не буду говорить такое слово в скором. Просто в будущем можно будет получить щенка Корги, Ротвейлера, ну, получа Хаски и овчарка и сейчас падает. В принципе, это все дело можно будет получить в игре бездонатно на какой-то локации. Какая это будет локация, не знаю. Будет ли это отдельное событие, тоже непонятно. Непонятно много чего, где, как, что, откуда. Но самое главное, что вопрос прозвучал, и ответ мы тоже, в принципе, услышали. У меня корги. И вообще, тут, если выращивать, то выращивать какую-то одну породу собак. Я пытался скрещивать корги. Вот у меня есть собака черная. Я, конечно, черная, наследую способность матери. Хочу, чтобы Собакевич был белый постоянно, поэтому все отлично, симпатично. Некоторые собаки скрещиваются достаточно прикольно, наследовать способности, обязательно черный, почему бы и нет. Это очень круто, мне интересно, то есть тут уже по барабану, либо все-таки ищейка пятерка, и вот, в принципе, мне кажется, что наследовать вот это вот, тузика мы скрестили. Так, третьих у нас нету. Вторые есть, нету. Овчарка четвертая. Excuse-moi, pardon, месье. Короче, получается, что где-то здесь первый... О, овчарки первого ранга у меня есть. Сейчас мы их превратим во второго. В принципе, это круто, где там овчарочка первого ранга. Просто по барабану, что там выйдет. Я думаю, что очень сложно вообще-то сделать что-то там типа крутое. Но, тем не менее, бывает даже получается, да? Если голова качается. Да, блин, а как назад? Вот это самое худшее, когда назад вернуть нельзя. Это жесть, как она есть. Росса, где там овчарка первого? Тут еще целых две. Так, отправить. Чуть-чуть сложновато первого. Иди сюда, иди сюда. Скрещиваем. Чуть-чуть освободил я инвентарь, то есть поскрещивал собак и выпустим своих крутых ротвейлеров. Пускай растут, размножаются. Ведь скоро мы их сможем и на локациях поискать. Я так понимаю, что они даже смогут засчитаться где-то там нам выполненные задания. Спасибо огромное вам за то, что вы смотрите подобные ролики. Я от души благодарен вам за то, что вы лайкаете, комментируете, подписываетесь. Всем пока, удачи, мы увидимся в следующих видео, ребята.